Всем привет, друзья! Значит, продолжаем по поводу голема. Вот, голем Overlords, да, вышла, значит, ночью, ну, по моему времени ночью, значит, обнова. Поменяли нам, значит, алгоритм, про который я всегда говорил, да, там, чтобы соблюдать алгоритм и защиту. Значит, у нас теперь здесь голем. Сразу по ним пройдемся. Значит, пополнять големов, вот этих, да, можно будет любым количеством монет. Ну, то есть не обязательно здесь 10, значит, можно здесь поменьше вот его пополнять. Значит, что? У нас имеет свойство големы, значит, сгорать. Сейчас мы переведем. Значит, чем больше у вас големов, мусорщиков, тем больше частей вы собираете. Один голем стоит 10 частей, то есть 10 пар. И увеличивает почасовую скорость сбора на 0,12 пар. Но имейте в виду, что ваши големы изнашиваются, и вы потеряете их со временем. 0,5 всех големов в час. То есть и здесь показано максимально активных големов, сколько можно, и в собственности. Значит, будем дальше разбираться по прибыльности, там сколько это будет, да, у нас там. Но я еще не до конца просчитал, поэтому по прибыльности будет у нас следующее видео, более подробное, да, там. То есть, ну, в данный момент все равно это прибыльно. То есть вы клеймите монеты, да, вы клеймите монеты, и уже большую часть вы будете вкидывать не в навыки, а уже в самом голем. То есть это будет считаться, как вы будете покупать голема, увеличивать свою вот эту вот прибыль и тем самым сжигать, да. 80% у нас ввели на сжигание, значит, будете сжигать и увеличивать доходность. Вот, но доходность, она остается все равно хорошей, поэтому, значит, те, кто зашел заранее, значит, да, до этого, уже успели прокачаться, сейчас это будет гораздо сложнее. Почему? Потому что, значит, нам нужно будет покупать этих големов. С одной стороны, это сделали правильно разработчики, я поддерживаю это. И чтобы игра жила, да, чтобы приносила прибыль, чтобы развивалась, то есть нужно хоть как сокращать какую-то доходность. Те, кто успел заработать, поздравляю, мы заработали, поэтому, значит, будем двигаться дальше. Дальше будем прокачиваться. Вот. Сейчас я маленечко потестирую, значит, и скажу более свою стратегию. Но она остается той же. То есть сейчас я буду, значит, удерживать свою, значит, доходность, вкидывая в голема. Остальные парты, значит, буду оставлять на прокачку, значит, дальше обороны и файтинга. Вот, чтобы у меня, значит, не крали токены. Вот. И потом постепенно буду повышать свой заработок за счет големов, да, буду откупать больше големов, вот, до тех пор, пока меня не начнут выносить. То есть, как только у меня будут нападения, значит, все, я не буду, значит, больше повышать доходность, а буду стараться идти больше в броню, да, то есть, ну, больше повышать а, защиту и файтинг. Значит, все у нас остается по-прежнему, да, то есть единственная големная станция, она сейчас выполняет функцию максимальное количество големов. Все, то есть больше она ничего не дает. То есть ни в сумку, ни в доходность, только повышение, только на максимальное количество големов. Вот. А големы тем самым увеличивают сумку намного больше, и здесь можно, то есть, ну, меньше 10 парт вкидывать, если у вас за клейм не хватает, значит, вы можете вкидывать намного меньше. Вот. Пока по новостям все, больше ничего такого интересного нету. То есть, значит, в следующем видео мы разберемся о доходности, да, сколько же все-таки приносит. Но предварительные подсчеты, это где-то будет, наверное, скорее всего, с 20, значит, с 20 заклейменных парт, где-то 4 парта у нас будет, значит, доходности за промежуток времени этого голема, да, сколько он будет отрабатывать. То есть доходность все равно сохраняется. Также нам за големную станцию добавили 2%, как мы видим, да, вот сюда вот. И, то есть клейм у нас сейчас намного больше стал. То есть все равно доходность есть, она хорошая, поэтому развиваемся дальше. Курс, конечно, подупал немного, поэтому тоже очень
как бы неприятно, да. По шардам, шарды я, значит, накапливаю. Был частично я там откупил маленько, да, то есть усреднил их. Вот, поэтому я на одном аккаунте я, значит, накапливаю шарды. Вот, что я буду дальше, значит, делать? Дальше я сейчас скоплю монетки, то есть после клейма, как заклеймлю, да, вот эти вот монетки через 3 с лишним часа у меня здесь появится, я повышу еще на одну защиту. Вот. Я повышу на одну защиту, и будет у меня уже как бы, ну, 10 защиты, поэтому дальше я буду делать, дальше я планирую купить еще одного голема, попробовать, и потом улучшать файтинг. Ну, вот такой стратегии я придерживаюсь, друзья, то есть, поэтому как-то так, вот. Значит, ждем следующего видоса, друзья. И, значит, будем детальнее уже разбираться, потому что обнова только вышла. Еще много чего непонятного, поэтому следим, значит, за видосами, будем развиваться, смотреть, сколько мы тут можем заработать еще, да, и сколько уже заработали. То есть буквально я вывел 200 хайва. То есть 200 хайва я уже вывел на Binance. То есть вы можете даже зайти в телеграм-чат, посмотреть, то есть я скидывал скрины, что все, 200 я уже заработал, поэтому как бы, ну, в плюс, да, поэтому как бы, ну, нормально все. Значит, идем дальше, будем развиваться. Напомню, у меня 3 аккаунта. Второй аккаунт, значит, практически также прокачан, с такой же доходностью, то есть в один практически, да. Только левел у меня там четвертый, да, и, по-моему, еще файтинг там на один меньше, не помню точно. Ну, чуть-чуть отстает, ну, в принципе, нормально. Третий аккаунт, конечно, отстает намного больше, потому что я заводил его позже, поэтому как-то так, друзья. Значит, всем до следующего видео. Ставим лайки, пишем комменты, значит, ждем следующих видосов и будем разбираться, значит, более детально. Всем пока.